На краю таежной деревни, где дороги кончались и начиналась бескрайняя тайга, жил старый охотник по имени Григорий. Он прожил в этих местах 60 лет, знал каждый ручей, каждую тропу и каждого зверя в округе. Когда-то он был лучшим охотником в районе, но годы брали свое, ноги болели, руки уже не держали ружье так крепко, а глаза стали хуже видеть в сумерках. Он жил один в небольшой избе, и единственной его компанией был старый пес по кличке Вьюга, который тоже был уже не молод. Однажды в конце осени, когда первый снег уже припорошил землю, Григорий услышал странный звук со стороны леса. Это был не вой, не лай и не скрип деревьев. Это был тихий, прерывистый стон. Охотник накинул тулуп, взял ружье и вышел на опушку. Вьюга, обычно спокойный, вдруг насторожился и зарычал, но странно, не агрессивно, а скорее тревожно. Григорий пошел на звук и вскоре увидел зрелище, которое заставило его замереть. У старого поваленного дерева лежал волк. Он был крупным, серым, с густой зимней шерстью. Одна его задняя лапа была неестественно вывернута, а из раны на боку сочилась кровь. Рядом с ним, прижавшись к его морде, сидел маленький волчонок, еще совсем несмышленый, с любопытными глазами и взъерошенной шерсткой. Волк посмотрел на Григория. В его взгляде не было злобы, только боль, усталость и мольба. Григорий знал, что нельзя подходить к раненому хищнику, но он также знал, что волк не нападет, он не мог двигаться, а рядом был его детеныш. Охотник медленно подошел ближе. Волк не рычал, только тяжело дышал. Григорий опустился на колени, осмотрел рану. Это был след от капкана, который, видимо, волк перегрыз, чтобы освободиться. Но лапа была сломана, и он не мог уйти. Григорий колебался. Он знал, что должен добить раненого зверя, но взгляд волчонка, который смотрел на него с доверием, останавливал его. «Ну что ж», — сказал он, — «придется рискнуть». Он снял с себя пояс и аккуратно наложил шину из сухих веток, перевязал рану. Волк терпел, лишь иногда вздрагивая. Волчонок жался к матери, но не убегал. Григорий решил, что не может оставить их в лесу. Он отнес волка в избу, уложил на старый матрас в сенях. Волчица не сопротивлялась, она словно поняла, что этот человек не враг. Вьюга сначала был настороже, но потом успокоился и даже лизнул волчонка. Григорий ухаживал за волчицей несколько недель. Он менял повязки, кормил ее вареным мясом, поил отварами трав. Волчонок привык к нему, играл с вьюгой и даже спал у печки. Но волчица оставалась настороженной. Она смотрела на Григория долгим, пристальным взглядом, но не рычала. Однажды ночью Григорий проснулся от шума. Волчица стояла на 3 ногах, пытаясь встать. Она смотрела на дверь и тихо поскуливала. За окном выла метель, и сквозь завывание ветра Григорий услышал странный гул. Это была лавина. Она сходила с ближайшей сопки прямо к деревне. Григорий схватил волчонка, вьюгу и выбежал из избы. Волчица, хромая, пошла за ним. Они добежали до пригорка, где было безопасно, и в этот момент снежная масса с грохотом обрушилась на его дом, сметая его, как спичечный коробок. Если бы он замешкался на минуту, он бы погиб. Они сидели на холме до утра, дрожа от холода. Волчица легла рядом с Григорием, прижавшись к нему, и согревала его своим телом. Волчонок спал у него на руках. Вьюга лежал с другой стороны. Григорий не верил своим глазам. Дикий зверь, которого он спас, теперь спасал его. Утром, когда лавина успокоилась, они спустились вниз. Дома не было, но соседи помогли отстроить новую избу. Волчица больше не пыталась убежать. Она осталась. Она не была приручена в полном смысле. Она осталась дикой, но она выбрала этого человека. Прошли месяцы. Волчица поправилась, лапа зажила, хотя осталась легкая хромота. Волчонок вырос в крепкого молодого волка.
Иногда они уходили в лес, но всегда возвращались. Григорий уже не охотился на волков. Он говорил: они не враги. Они просто живут своей жизнью. А если человек проявит уважение, они могут стать его защитой. Однажды зимой он заметил, что волчица привела к его избе еще 2 волков. Они стояли на опушке и смотрели. Григорий вышел, протянул руку. Один из волков подошел, обнюхал ладонь и отошел. С тех пор эта стая всегда держалась рядом с его домом. Они не трогали скотину, не подходили близко, но если в лесу появлялся медведь или другая опасность, волки начинали выть и предупреждали Григория. Весной Григорий старел, но уже не чувствовал себя одиноким. Он сидел на крыльце, а волчица лежала у его ног. Волчонок, теперь уже взрослый самец, играл с вьюгой, а на опушке стояли остальные, внимательно следя за порядком. Соседи говорили: «Григорий, ты что, волчий вожак?» Он улыбался и отвечал: «Нет. Просто однажды я не поднял ружье, и они мне это запомнили». Через несколько лет, когда Григорий ушел из жизни, волки 3 дня выли на опушке, а потом ушли вглубь леса. Никто из соседей не подходил к избе в те дни, они боялись. Но все знали, эта стая плакала по человеку, который стал для них чем-то большим, чем охотник. Он стал другом. А вьюга остался жить у соседей, и каждое утро он выходил на крыльцо и смотрел в сторону леса, будто ждал, что из чащи снова выйдет серая тень и ляжет у его ног. Дорогие зрители, как вы думаете, мог ли человек подружиться с волком? Напишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До новых встреч!